Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! В этом видео будет простая декоративная штукатурка из обычной шпаклевки на не очень ровную поверхность. С боковым светом видно, насколько она неровная. Это поверхность предыдущего видео, там был кварцевый грунт плюс песок. Так что подготавливать поверхность как под покраску не нужно. Достаточно ее подготовить как под обои, либо удалить эти обои и прогрунтовать поверхность. Для нанесения шпаклевки потребуется металлическая кельма и небольшой шпатель для того, чтобы набирать материал. Также для декорирования нужна будет либо такого вида пластиковая терка, либо вот такая. Также подойдет мыльница. Набираю достаточно большое количество, чтобы часто не подходить к ведру. Для начала я крупными мазками закидаю всю поверхность, делаю однородный слой. Как-то особо выглаживать очень ровно не нужно. Достаточно накидать один тоненький слой. Даже если у вас остаются вот такие наплывы, ничего страшного, последующими слоями это все укроется. Далее набираю еще шпаклевки. Шпаклевку можете использовать как сухую, так и готовую. Я использую сухую полимерную Витанит КР. Также любой другой производитель подойдет. Закидав всю поверхность, можно будет подождать и нанести второй слой шпаклевки на следующий день, либо, как я сейчас, сразу же поверх непросохшего слоя. Для этого я беру пластиковую терку, окунаю ее в шпаклевку. Таким образом, чтобы было небольшое количество у меня на этой терке. И рисую теркой полукруглые движения на поверхности в одну и в другую сторону. Когда материал заканчивается, набираю еще таким же образом из ведра. Из такой шпаклевки полимерной, как у меня, только для сухих помещений. Если хотите сделать для влажных, то используйте цементную финишную шпаклевку, либо плиточный клей, также подойдет цементная штукатурка. Но ее обязательно нужно будет покрасить влагостойкой краской, именно та, которая под прямое воздействие воды подходит, либо двухкомпонентным полиуретановым лаком. Поверхность получается очень интересная, неоднородная. Также после высыхания такую поверхность легко подчеркивать воском. Это будет очень красиво выглядеть. Закончили со вторым слоем шпаклевки. Теперь дадим ему полностью высохнуть в течение суток. После высыхания шпаклевки кое-где остались грубые наплывы. Их необходимо при помощи наждачной бумаги удалить с поверхности. Делаю это легкими движениями, только те участки, на которых получились наплывы. Удалили все слишком выступающие участки с поверхности, чтобы они не мешали в дальнейшем при покраске. Далее нанесем грунтовку, смешанную с пигментом. Сперва добавляю пигмент в воду в небольшое количество, чтобы сразу слишком много пигмента не залить в грунтовку. Сначала добавляю черный пигмент, потом немного бежевого. Хорошо перемешиваю. Переливаю небольшое количество этой воды, большую часть той же воды, и в ней размешиваю грунтовку. У меня аквастоп 1 к 5. Добавляю сюда пятую часть. Хорошенько перемешиваю грунт, чтобы пигмент не осел снизу. Далее переливаю его в ванночку и буду наносить валиком с длинным ворсом.
Набираю на валик, хорошенько отжимаю все лишнее и начинаю наносить грунтовку снизу вверх. Хорошенько промачиваю всю поверхность, чтобы грунт с пигментом попал в глубину фактуры. Напитать грунтовкой поверхность нужно очень хорошо, чтобы она снизила впитываемость. В дальнейшем лак будет по ней проще наноситься и будет меньше расход. Я нанесла грунтовку в 2 слоя, мокрым по мокрому, то есть межслойно, не дожидаясь ее высыхания. Далее поверхности дадим полностью высохнуть, после этого нанесем акриловый глянцевый лак. Использовать лак я буду вот такой Biotex, это паркетный глянцевый лак. Вы можете использовать любой другой лак на водной основе. Лак можно наносить тем же самым валиком, что и наносили грунтовку, только предварительно его необходимо хорошо промыть. И лакирую целиком всю поверхность. Лак наношу я в разные стороны, чтобы хорошенько перекрыть шпаклевку слоем защитного лака. После того, как мы загрунтовали поверхность, лак не так быстро впитывается в нее, и поэтому расход у него получается небольшой. Закончили лакировать поверхность, дадим ей полностью высохнуть в течение 1,5-2 часов. Вы можете использовать точно такой же глянцевый лак, как у меня, либо выбрать более матовый. Это не имеет сильного значения. Лак здесь нужен для того, чтобы укрепить поверхность шпаклевки и уменьшить впитываемость последующего слоя воска, чтобы он легче катался по поверхности, лучше загонялся в углубление и меньше пятнел. Лак полностью высох, далее покроем нашу декоративную штукатурку воском. Воск у меня вот такой, торговой марки Парад, называется он Ceracolor. Этот лак продается в магазине и в магазине колируется. Вы можете выбрать в веере необходимый вам оттенок, и вам его сделают при покупке. Я цвет выбрала шоколадно-коричневый. Наливаю его небольшое количество в ванночку. Для нанесения потребуется вот такой скребок. Выбирайте более мягкий, чтобы он не царапал поверхность. Также потребуется мокрая губка, это если у вас где-то получаются наплывы, чтобы вовремя их удалить. Начинаю с нанесения площади в квадратный метр. Чем больше материала вы изначально наносите на поверхность, тем более темные углубления у вас получатся. Потому что если вы хотите, чтобы они были едва видны, то воск нужно хорошо раскатать по поверхности. Беру сразу скребок и убираю излишки. Смотрите, как сразу прорисовывается рисунок. Углубления становятся более четкими, более контрастными. Главное, когда убираете воск с поверхности, двигаться в разные стороны, то есть забивая воск в разные участки фактуры. После того, как вас устроило то, что у вас получилось, приступайте к следующему участку. Наношу следующую часть воском в стык с предыдущей, не внахлёст, чтобы не было именно наслоения в этом месте и пятна. Стираю я сначала от предыдущего участка, потом к нему. Сначала излишки удаляю от него. А потом к линии состыковки. Собственно говоря, все. Мы закончили нанесение.
Здесь пара нюансов, пара моментов, моих рекомендаций. Когда вы наносите воск на поверхность валиком, соблюдайте от начала до конца равномерность нанесения воска. То есть воска в начале и в конце должно быть одинаковое количество на поверхности, чтобы не получалось в начале более темных пятен, а в конце самые светлые, к примеру, места. Либо же, когда работаете вдвоем, один контролирует количество нанесенного воска, второй человек контролирует количество убираемого материала при помощи скребка. Поверхность получилась достаточно интересная, фактурная, при этом при всем она не очень рельефная. Само по себе нанесение шпаклевки где-то здесь миллиметров 2. В видео впервые я использовала воск, который делали мы не сами, а покупали тот, который от производителя идет. Плюс воска магазинного в том, что с ним чуть легче работать, он медленнее сохнет, чем тот, который мы замешиваем самостоятельно. Поэтому есть желание попробовать, боитесь самодельным, покупайте магазинный, он легче в работе. Ну и плюс его вам заколируют на аппарате в нужный именно цвет. И самому не надо ничего делать, выбрали в веере нужный оттенок, вам его заколеровали. Когда выбираете цвет, ориентируйтесь на то, что он у вас в итоге получится в углублениях только такого цвета, поэтому его лучше выбрать чуть потемнее, чем то, что вы хотите. Потому что реальный цвет, как на маленькой плашечке, он будет только в углублениях. На поверхности он будет более размыт. А на сегодня все. Все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч на канале Креативные Слоги. Всем удачи! Пока-пока!